Всем привет, мои дорогие девочки и мальчики! Спасибо, что вы со мной и смотрите это видео. И сегодня мы поговорим о любимых парфюмах звезд. И начнем мы с обворожительной, с прекрасной, вечно юной и вечно молодой Хайди Клум. Немецкая супермодель в свои 51 выглядит значительно моложе. Всегда на позитиве, всегда с улыбкой, заряжает этим хорошим настроением. Все так же популярно и успешно. И как вы наверняка знаете, муж Хайди моложе ее, это популярный музыкант, и ему 35 лет. Но разница в возрасте между ними практически неощутима, а иногда Хайди выглядит даже пободрее. На красных дорожках, на отдыхе и просто на прогулке Хайди просто сияет. И одним из своих любимейших парфюмов супермодель называет аромат от Yves Saint Laurent Opium. Прекрасный выбор, и я вполне согласна с Хайди. Это отличнейший вечерний, густой, манящий, женственный парфюм. Что интересно, также еще одна модель, Жизель Бюндхен, также выбирает данный парфюм и называет его своим любимцем. Это теплый, сладкий, амброво-бальзамический, восточный аромат. Уже много лет это один из бестселлеров марки. У него есть миллионы поклонниц. Стойкий, очень шлейфовый, чуть мистический, такой загадочный, вечерний, очень хорошо подойдет на холодное время года. Есть в нем и роскошь, и такая темная нега, и что-то уютное. На мне он стартует очень ярко и даже чуть цитрусово, но потом это все уходит, несомненно, в гурманику, в восточное направление. И верхние ноты, они более такие легкие. Здесь мандарин, бергамот и ландыш в средних нотах. Мира и жасмин и в базе, а папанакс, амбра, пачули и ваниль. Действительно прекрасный аромат, и мне очень нравится выбор Хайди и Жизель. Недавно смотрела фотографии «Золотого глобуса», в очередной раз восхитилась, просто восторгалась великолепной, вечно молодой, очень яркой Деми Мур. Действительно дива, прекрасно, все еще тонкая, звонкая, женственная, очень красивая, яркая женщина. В прошлом у нее был неудачный период манипуляции с лицом, но сейчас все отлично, сейчас все хорошо, и дива Деми Мур по-прежнему сияет. И так в одном из своих интервью когда-то Деми упоминала, что в парфюмерии она любит ароматы чистоты, свежести, а также она приверженница белоцветных ароматов. И при этом, интересная деталь, Деми сказала, что она просто не переносит практически мускус в парфюмерии. И так одним из своих любимых парфюмов Деми Мур называет Wanted от Хелены Рубинштейн. И это очень красивый женственный аромат, такой микс из белых и желтых цветов. Совсем чуточку древесный, я бы сказала, и в меру пудровый. Чуть сладкий, но опять же в меру сладкий, утонченный, элегантный, женственный и очень красив в базе, такой по-ванильному нежный. Но я знаю, что тут есть небольшое коварство, потому что на некоторых, как это ни странно, здесь раскрывается он мускусом и достаточно неприятным. На Деми, видимо, нет этой истории, раз она назвала его в числе своих любимцев. Но, тем не менее, некоторые пользователи отмечают вот такую проблему. Хотя, что интересно, мускуса в пирамиде нет. Так иногда химия нашей кожи, наше восприятие играет с нами. В верхних нотах данного парфюма мандарин и перец, он стартует очень так задорно, ярко, с перчинкой. В средних нотах магнолия, гардения и иланг-иланг. И здесь это уже такие цветы, очень красиво, действительно красивый цветочный аромат. И в базе ирис, ваниль и кедр. Ну и куда же без Бейонсе? Это уже признанная королева музыки. Сейчас я знаю, что она получила Грэмми в номинации за лучший альбом.
Тут хотя спорно, но тем не менее факт есть факт, победила. И королева Би выбирает себе аромат под стать. Действительно очень ей подходящий, такой же яркий, такой же манящий, такой же неординарный, заметный, пьянящий, манящий, согревающий. Это все о нем. Angel Shea от Kilian. Уже несколько раз рассказывала на этом канале. Это один из моих любимых ароматов. Он прекрасен. У него миллионная армия поклонников и поклонниц. Это действительно что-то волшебное. На зиму, на холодное время года он идеален. Он так красиво раскрывается. Здесь есть и такая чуть пьяная нота, и сладость пралине. И в то же время он не удушающий. Очень красивый, роскошный, королевский. На мой взгляд, сейчас это одна из лучших гурманик. И он был выпущен в 2020 году. И с тех пор это просто бестселлер марки. И, в принципе, бестселлер в мире парфюмерии. С самых первых верхних нот он опьяняет вас коньяком. В средних нотах здесь сладость и терпкость корицы, бобы тонка, дуб и гидеон. Ну и в базе ваниль, пралине, сандал и миндаль. Сладкий, чувственный, восточно-гурманский аромат, выбор Бейонсе. Также хочу отметить, что он безумно стойкий и очень шлейфовый. И, конечно же, он прекрасен. Молодая звезда Зендая сейчас просто на пике популярности. Мне кажется, ее знают даже те, кто не смотрел фильмы с ней. Ну, а известна она прежде всего по Дюне, по одержимости. Тонкая, звонкая, изящная, экзотическая красотка. И я знаю, что Зендая, она истинная фанатка, почитательница парфюмерии. Она не раз говорила, что это ее страсть, что у нее есть много ароматов в коллекции, и она не является приверженницей какого-то одного направления, какого-то одного аромата. Это всегда под настроение, всегда под случай какой-то. И так одно время Зендая говорила, что ей очень нравится парфюм от Джастина Бибера Someday. Это очень такой действительно подходящий ей аромат. Мне кажется, он идеально подходит для молодой девушки. Легкий, манящий, такой прекрасный, нежный, приятный ягодный парфюм. Ассоциация – это аромат о юности и о каких-то девичьих грезах. И в нем, мне кажется, очень гармонично соединяется кислинка, в то же время такая сладость груши и легкие цветочные оттенки. Действительно очень приятен, нежен и хорошо звучит. В верхних нотах здесь груша, мандарин и красные ягоды. В средних нотах цветы и жасмин, и в базе ваниль и мускус. И еще одним парфюмерным любимцем прекрасной Зендаи является аромат Orchid Soleil от Tom Ford. Ну, конечно же, как истинная ценительница парфюмерии, я думаю, Зендая не могла пройти мимо Тома Форда. Действительно, здесь очень большая коллекция прекраснейших ароматов, и Зендая выбрала один из них. И здесь уже это полная противоположность предыдущему парфюму. Он такой сладкий, восточно-цветочный, сливочный, обволакивающий, уже более вечерний. Также мне нравится, что здесь очень красиво раскрывается нота туберозы, поэтому всем любителям туберозы нужно присмотреться. Сам аромат я бы назвала сливочным, наверное. Ну и, конечно же, в нем роскошный аромат орхидеи, пьянящий, такой чуть восточный, сладкий, цветочный, просто роскошь и шик. Данный аромат очень по-разному раскрывается на коже, на ком-то он может быть даже удушающим, поэтому рекомендую протестировать перед покупкой. В верхних нотах здесь кипарис, розовый перец и апельсин. И вот лично на мне, на моей коже, первые несколько минут он стартует чересчур ярко, чересчур резко, я бы сказала, и даже немножко как бы вот удушающим таким становится. Но это всего несколько минут, потом он успокаивается, вступают другие ноты, и это уже прекрасный аромат. В средних нотах туберозы и лилии. И в базе взбитые сливки, каштан, ваниль, орхидея.
и он становится таким манящим, таким сливочно-орхидейно-притягательным. Это просто волшебный вечерний аромат. Но на этом у меня сегодня все. Спасибо, что вы были со мной и посмотрели это видео. Спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии, а также за вашу подписку на мой канал. Я все это очень-очень ценю и очень вам благодарна. Ну а я желаю вам хорошего дня и прекрасного вечера. И не забывайте, что вы прекрасны и вы уникальны. Всем пока-пока!